Виктория Колдуэлл привыкла считать себя человеком, который сделал себя сам. В 38 она уже была генеральным директором Лос-Анджелесской ит-компании, заключала сделки в Нью-Йорке, летала в Лондон на переговоры и верила, что обязана успехом только себе. В тот вечер в отеле на Беверли-Хиллз праздновали крупнейший контракт в истории компании. Многолетнее соглашение с международным холдингом на сотни миллионов долларов. В зале около 500 гостей, пресса, инвесторы, клиенты. Фотографы щелкали камерами, когда Виктория ставила подпись под договором и подняла папку над головой. Шампанское лилось рекой, все спешили поздравить железную леди из Калифорнии. И тут у края зала она увидела мужа, Хантера Рида. В простом сером костюме он выглядел чужим среди смокингов и дизайнерских платьев. Хантер подошел ближе, тихо сказал пару теплых слов. Виктория уже была навеселе, раздраженная, и в этот момент в ней вспыхнула смесь стыда и презрения. Гости вокруг притихли, ожидая очередного острого комментария босса. Она громко заговорила о том, что консультант с зарплатой в 5000 недостоин ее круга и только портит кадр для прессы. Потом схватила бокал красного вина и выплеснула ему в лицо. При вспышках камер, при свидетелях. Хантер молча вытер вино платком, посмотрел на нее долгим, спокойным взглядом и сказал только одно. «Ты сделала выбор. Живи с ним». Через 10 минут представитель партнерской компании поднялся на сцену и официально объявил. По решению владельца холдинга контракт расторгается немедленно. Ни пояснений, ни дискуссий. К вечеру видео, где Виктория поливает мужа вином, разошлось по новостям США и Европы. Акции компании обвалились, клиенты начали отзывать заказы, совет директоров созвал экстренное заседание и дал ей неделю, чтобы чудесным образом исправить ситуацию. Через несколько дней корпоративный юрист показал ей документы, от которых у Виктории подогнулись колени. Крупный инвестиционный фонд, много лет финансировавший ее компанию и приведший к этому самому сорвавшемуся контракту, принадлежал трасту Хантера Рида. Не неудачник-консультант, а скрытный миллиардер, владелец фонда с активами по всему миру, человек, 8 лет финансировавший ее карьеру через цепочку компаний, не называя своего имени. Он строил ее империю тихо, из тени. И в один вечер, увидев, как она публично унижает его за бедность, просто убрал подпорки. В особняке над Лос-Анджелесом, где Виктория впервые увидела, как на самом деле живет ее неамбициозный муж, Хантер сказал ей все, что молчал 8 лет. О том, что хотел быть любимым как человек, а не как кошелек. О том, что наблюдал, как вместе с ростом ее доходов росло и презрение к людям ниже по статусу. О том, что контракт был его последней попыткой дать ей шанс вырасти не только финансово, но и как личность. Он подал на развод, отозвал инвестиции, а совет директоров через неделю снял Викторию с должности. Квартира, машина, акции – все оказалось либо принадлежностью Хантера, либо почти обесценилось после краха компании. Виктории пришлось начать с нуля. Съемная небольшая квартира в более дешевом районе Лос-Анджелеса, работа обычным менеджером с той самой зарплатой, над которой она когда-то издевалась. Теперь она сама жила на эти деньги. Первые месяцы были болезненной ломкой. Она училась не кричать на подчиненных, слушать клиентов, признавать ошибки. Впервые за много лет ходила на работу не как королева, а как человек, который благодарен за шанс. Прошел год. Бывшая компания «Виктория» обанкротилась окончательно, все активы были проданы. Сотрудникам помогли через программы переобучения и новые места, уже не она, а фонд Хантера. Еще через 2 года, накопив опыт и поняв, как строить бизнес без токсичности, Виктория открыла небольшую фирму по разработке софта для малого бизнеса. Никакого гламура, никакой показной роскоши, только команда из 10